Я не понимаю, почему мне не дают увидеть собственного ребенка. Гражданочка, ну успокойтесь, а. Я же вам объясняю, не положено. Вашего сына сейчас допрашивают. Что значит допрашивают? Кто его допрашивает? Следователь. Сейчас он его допросит, выйдет и все вам расскажет. Слушай, ну сделай что-нибудь, я не могу больше говорить с этим идиотом. Так, гражданочка. Юля, успокойся. Что значит успокойся? Что значит успокойся? Я прошу тебя, ну пожалуйста, ну сделай что-нибудь. Витя! Витя! Юль, Витя. здравствуй. Сейчас разберемся. Главное, успокойся. Все в порядке. Пошли. Я навел справки. Делом Алекса занимается следователь Синельников. Прямых выходов у меня на него нет. Мужик он резкий, волевой. В полиции пользуется авторитетом. Короче, непростой следак. Поэтому говорить с ним буду я. А тебя попрошу не лезть, чтобы дров не наломать. Хорошо. Да, войдите. Добрый день, присаживайтесь. Чем обязан? Не надо, я знаю. А это кто? Ваш адъютант? Нет, это отец задержанного, мой большой друг. Давайте поговорим как коллеги. Говорите, слушаю вас. Меня интересуют подробности дела. Сегодня в 15:30 по адресу Крутицкий переулок, дом 8, был обнаружен труп Михеева Романа Андреевича, он же Михей. Наркодилер, дважды судимый за хранение и распространение наркотиков. Рядом с трупом находился ваш сын с пистолетом в руках. Ну, баллистическая экспертиза пока не завершена, но, судя по положению тела и размерам пулевого отверстия, можно сделать вывод, что убили Михея именно из этого пистолета. Кроме того, у вашего сына было изъято более 600 грамм марихуаны. Улики серьезные. Мотив сейчас выясняем. Что говорит Алекс? Молчит. Пока молчит. Я должен его увидеть. Не сегодня-завтра ваш сын даст показания. Поэтому в интересах следствия и учитывая особую тяжесть преступления, я принял решение оградить задержанного от любых контактов. Допущу только адвоката. Все. Ясно. Огромное спасибо за подробную информацию. Пойдем. Вам 45, вы много курите. У вас нет жены, нет детей и, вероятно, уже не будет. Своих пчел вы любите больше, чем людей. И я сомневаюсь, что будете объективно расследовать это дело. Мой сын невиновен, и я вам это докажу. А откуда вы знаете про мою пасеку? Вы и есть тот самый вынюхиватель? Очень интересно. Да. Ну что ж, нанюхаете что-нибудь новенькое? Милости прошу. Я еду на квартиру, какой там адрес? Не пари горячку, завтра я заберу это дело себе. Чего ты добился? Разозлил следователя. Теперь он будет быстрее выбивать из Алекса нужные показания. Тем более, мне нужно скорее попасть в эту долбанную квартиру. Ты со мной? Послушай, сейчас это незаконно. Потерпи до завтра. Я заберу это дело себе. Ладно. Лен, с тобой поехали. Ну что? К Алексу нас не пустили, только адвоката. Юль, не волнуйся, завтра я заберу это дело себе. Ну понятно. Юлия, я найму адвоката. Нет уж, спасибо. Я сама как-нибудь это решу. Ты... Подожди. Это бесполезно.
знал, что возишь с собой набор юного грабителя. Ты бы видел мой набор юного ракетира. Бумажная полоска. Изготовлена из куска белой бумаги. Приклеена обыкновенным силикатным клеем. Такой клей выдается всем участковым. Легко отклеивается паром. Вообще-то это не силикатный клей. Дисперсия поливинил ацетата в воде или попросту ПВА. Ну, паром-то отклеивается легко. С этого момента мы вне закона. Товарищ следователь, это Зотов Иван Федотович. Сосед пьяного сегодня гражданина Михеева. Странно. Алекс лежал на полу, у него действительно был пистолет. Так, наш знакомый следователь, 2 санитара и, судя по запаху порошка для снятия отпечатков, 1 криминалист. Что-то я упустил. Еще один. Мужчина 35-37, у него был пистолет. Значит, один неизвестный с пушкой. Пистолет стрелял? Не могу определить. Но это другой пистолет, не тот, что у Алекса. Может, это убийца? Не факт. Может быть, это какой-нибудь опер из следственной группы. Значит, мне нужно смотреть всю группу, выезжавшую сюда. И тогда мы поймем, опер он или убийца. Здесь был диацетилморфин, он же героин. Крупная партия, 3 килограмма, не меньше. А вот это уже серьезно. Хороший мотив для убийства. Хороший повод забрать у ментов дело. 3 килограмма героина – это не шутки. Незаконное вторжение может быть полезно для торжества закона. Ну что, поздравляю. Наше первое проникновение со взломом прошло успешно. Если баллистическая экспертиза покажет, что стрелял пистолет Алекса, получается, он убийца? Не спеши с выводами. Откуда у Алекса пистолет? Я совершенно не знаю своего сына. Я не знаю, как он отдыхает, с кем он дружит, какую музыку слушает, есть ли у него девушка, в конце концов. Это я во всем виноват. Все время находиться рядом с сыном – это еще не значит, что ты хороший отец. Когда мой папаша напивался, то… В общем, лучше бы его вообще не было. Ты поезжай, отдохни. Я с утра поговорю с генералом и заберу дело. Позвони мне сразу. Да, конечно.
как вышли, бумажки этот, который с чемоданчиком, назад заклеил. Потом постояли у подъезда, поговорили о чем-то и уехали. Ну на чем уехали? Тот, что с чемоданчиком был, тот сел в зеленую машину, а тот, который расфуфыристый, тот в красную. Марки машин какие? Иномарки были. Да-да, 2 иномарки. Одна зеленая, одна красная. Товарищ полковник, все чисто. Ясно. Ладно, идите в машину, дверь я сам опечатаю. Товарищ следователь, а как же вот с этим-то, а? Опять затопили? Товарищ Зотов, с этим мы разберемся, уверяю вас. Вы лучше вспомните. Вы не заметили ничего необычного? Заметил. Тот, что с чемоданчиком был, он все время принюхивался, как собака. Принюхивался? Да. Ну что ж вы сразу не сказали? Эти были? Они самые. Принюхивался этот? Нет, вот этот. Не, подожди, дед, ты ничего не путаешь? Он, я точно говорю, товарищ следователь, он. Здравствуйте, Свечка. Я очень хотел спросить вас, вы кино любите? Как искусство, да. А как поход в кинотеатр? Скажите, вы всех женщин так приглашаете в кино? Ну нет, почему? Вы первая. И, надеюсь, последняя. Хорошо, я подумаю. Давно хотел сказать вам, Светочка, у вас очень красивые глаза. Вы все время ищете мои глаза не там, где они находятся. Вероятно, у вас проблемы со зрением. Шеф у себя? Да, уже давно вас ждет с нетерпением. Светлана, хватит флиртовать. Лебедев, заходите. Что у тебя по делу о банкоматах? Ищем, товарищ генерал. Никак не можем понять, как он отключает камеры и перепрограммирует систему считывания. Ищите, значит. А где ты был вчера между 5 и 7 часами вечера? Искал? Вчера, товарищ генерал, между 5 и 7 часами вечера я был в баре, пил пиво. Есть свидетели. Смотрел футбол. Вчера никакого футбола не было. Ну, значит, просто сидел в баре, пил пиво. Свидетели, естественно, те же. Сосед по лестничной площадке видел, как вы заходили в квартиру Михея. Незаконно. Не имея на то никаких санкций, разрешений. И я последним узнаю об этом. Товарищ генерал. Не желаю ничего слышать. Тебе что, погоны жмут? В Бонда поиграть захотелось? Я докладываю об успешном завершении операции «Антикиллер». А мне в нос тычет вот это дерьмо. Там 3 килограмма героина, это серьезное дело. Лебедев, забудь об этом серьезном деле. Прямо вот сейчас возьми и забудь. После твоих этих художеств никто нам это дело не отдаст. Будь там хоть тонна героина. И последнее. Я запрещаю тебе совать туда свой нос. Товарищ генерал. Запрещаю совать свой нос. Это приказ. Все, выполняй. Разрешите идти? Идите. Не надо было пороть горячку. Я не просил тебя ехать со мной.
Ну, вообще-то просил. Но это не важно. Нужно решать, что делать дальше. Не знаю. Вот как я смотрю теперь всю группу? Я что-нибудь придумаю, дай мне пару дней. Пару дней? А я должен сидеть и ждать в этом доме. Мой сын в тюрьме. И непонятно, что вообще там с ним происходит. С Алексом все в порядке. Пару раз его допрашивали, но он молчит. Откуда ты знаешь? Знаю. Видите, у меня крыша едет. Я постараюсь устроить все как можно быстрее. Извини. Перестань. Я все понимаю. Да, куда девать этот презерватив? Выкинь где-нибудь. Ну, наконец-то. Я уже с ума схожу. Ну, как он? Что значит не видели? Как отказывай? Да я плевать хотела на твой задаток, ты понял? Засунь себе его в задницу, козел! Ну? Ну, может, уже откроем свой супер-пупер лифт? Или надо просить? Лифтик, откройся, пожалуйста. О, открылся. Ясно. Передозировка феназепамом. Как ты вообще доехала? И все-то ты знаешь. Такой ты вот у нас гений. Тебе надо проспаться. Только ты можешь спать, когда твой сын в тюрьме. Тебе на всех наплевать. Что тогда, что сейчас. Я поеду к Алексу. Подожди. Что еще случилось? От Алекса отказался адвокат. Я принесу воды.
Войдите. Здравствуйте. Здрасте, здрасте. Что, решили сдаться? Явка с повинной, так сказать? Что ж вы дружка своего не прихватили? Подельника, так сказать? Давайте по существу. Мы не в детской комнате милиции. По существу я прямо сейчас могу отправить вас в камеру, к сыночку, за компанию. Или вы за этим сюда и пришли? Что вы там делали? Заметали следы преступления, да? Мой сын ни в чем не виноват. Я уже 20 лет работаю следователем. И за все эти годы ни один отец не признал своего ребенка виновным. Вы нашли героин в квартире Михея? Какой героин? Там была сумка с 3 килограммами героина, которая после убийства исчезла. Куда она делась? Ответ очевиден. Настоящий убийца забрал героин и подставил Алекса. Дайте мне возможность смотреть всю группу, которая выезжала на место убийства. Что значит смотреть? Ну, обнюхать. Не люблю это слово. Зачем? На месте преступления был еще один человек с пистолетом. Возможно, кое-кто из опергруппы, но я думаю, это убийца. Пожалуйста, дайте возможность осмотреть группу. Я найду настоящего убийцу, обещаю. Уверена? Абсолютно. Хорошо, я подумаю. Завтра у меня оперативное совещание, я доложу ваши соображения начальству. Спасибо за понимание. До свидания. Буду ждать вашего звонка. Всего доброго. Ненормальная. Сумасшедшая. Твою мать. Юля! Просто ненормальная. Привет, у меня к тебе будет еще одна просьба. Узнай, пожалуйста, состав опергруппы, выезжавшей на труп Михея. Только завтра. А раньше никак. Хорошо, я жду.
Ничего себе. Что вам нужно? А куда говорить-то? Говорите, я вас слышу. Дело есть, перетереть надо. Какое дело? Это твой сын на кич парится? Минутку. Проходите. Здорово, начальник. Я слушаю. С Саньком я твоим сидел. Привет он тебе передавал. Допустим. Но я, походу, знаю человечка, которому известно, кто Михея замочил. Ты человек не бедный, но не жадный. Я могу адресок слить. Много мне не надо. Штука баксов. Ждите здесь. Здесь не все, начальник. Серебряная чашечка в вашем кармане стоит примерно $100. Так что все. Адрес. Че? Давайте адрес. Ну да. Держи. $950 000 за 2 суток из банкоматов. Ну что, секретом успеха делиться будем? Слушай меня, компьютерный гений. Я могу засадить тебя на 10 долгих лет в комнату, совсем не похожую на эту, и компьютера там не будет. Понял? Минутку. Короче, даю тебе сутки на размышление. Усек? Да. Что? Все, я выезжаю. Сотрясение мозга первой степени. Кости черепа целы, нос не сломан. Но было сильное кровотечение, поэтому пришлось тампонировать нос. А это как-то скажется на его... Не знаю. Другого выхода не было. Сейчас ему нужен полный покой. Пожалуйста, никаких раздражителей, ни физических, ни психологических. Вот здесь. Ну как ты? В полном порядке. Разве не видишь? Мы опознали твоего визитера. Ты молодец, что сфотографировал его. Им оказался никто иной, как гвоздь.
В смысле? Гвоздицкий Федор Игнатьевич, 60-го года рождения, рецидивист, дважды судим. Год назад проходил по одному делу с Михеем. Тем самым. Я сейчас поеду к нему на чашку чая, без понятых, без протокола. И поверь мне, он расскажет, кто его подослал. Я еду с тобой. Нет. Боюсь, тебе не понравятся мои методы чаепития. Будет какая информация, я сразу позвоню. Ладно. А ты не вешай нос. Кто же это меня опередил, а? А, гвоздь. Спокойно, парни, спокойно, я свой. Удостоверение во внутреннем кармане. Выше. Отечность сохраняется, но, в общем, уже не кровит. Это хорошо. Можно выписываться. Минимум 10 дней постельного режима. Поправляйтесь. До завтра. Твою мать. Подполковник Лебедев, я вас предупреждал? Предупреждали, товарищ генерал. Вы меня не послушались? Ты что, частным детективом заделался? Так я не против. Рапорт мне на стол и с катертью дорога. Что молчишь? Значит так, подполковник, больше с вами нянчиться я не намерен. С сегодняшнего дня ты в отпуске, за свой счет. 2 недели. Сдай документы, оружие, ясно? Так точно. Только не надо мне здесь цирк устраивать. Сдашь, как положено, по уставу. Если останешься в городе или снова сунешь свой нос в это дело, выгоню тебя из бюро. Без права восстановления. Свободен. Разрешите идти? Свободен. Артист хренов. У меня тоже ничего хорошего. Баллистическая экспертиза установила, что пистолет, из которого был убит Михей, держал Алекс. Твою мать. А героин 3 килограмма? Ты уверен, что он исчез после убийства? Может быть, он никак не связан со смертью Михея? Ну, я уже ни в чем не уверен. Итак, что у нас в активе?
Ничего хорошего. Я в отпуске без оружия, ты в больнице без носа. Сейчас я получу бесполезные сведения о следственной группе, которую ты, к сожалению, обнюхать не сможешь. Да. Да, Коль. Да, записываю. Это все? Точно? Спасибо. Синельников не выезжал на место преступления. Как не выезжал? А его запах в квартире Михея? На место преступления выезжал другой следователь. С табельным оружием. Хорошо. А что Синельников делал в этой квартире? Какой же я дурак. Какой дурак. Похоже, не ты один. Да нет, я же сам к нему пришел и помощь предлагал. Идиот! Хорошо, как ты думаешь, где он прячет наркотики? Дома вряд ли. Постой, у него пасека. Может, там? А пускай он сам нам покажет. Пора уже дернуть тигра за хвост. Так где, ты говоришь, у него пасека? Запах цветочного меда, клеверный. Рядом может быть поле. Ты расслабься. Мы пока обойдемся оперативно-розыскным методом. Максим! Узнай для меня кое-что. Кто это? Один технический гений. Придумал оригинальный способ снятия денег из банкомата. Если об этом на изобретении узнают, банкоматы можно будет выкинуть. Попался, теперь работает на меня. Так, костюм дачного грабителя номер 1. Костюм дачного грабителя номер 2 мой. На Льва Толстого похож? Скорее на бомжа. Вот отлично. Нина! Где ты достал этот шикарный кутюр? Есть один бутик в Бирюлево. Ага. Да, кстати, с тебя 200 рублей. Не нравится мне эта идея. Но у тебя есть идеи получше? Хорошо-то как? Что ты орешь? Не ору, привлекаю внимание. Вон, видишь, бдительная соседка. Подсоби! Дай подельничек. Толкай! Аккуратно! Ну вот и пчелки. Как в дом входить будем? Через дверь или в окно? В дверь мы уже входили. Вот и я так думаю. Боже мой. Андрей Васильевич, это Вера. Ваша соседка по даче. Упс. Одна не включилась. Давай, Степаныч. Думаешь, сработает? Однозначно. Разбитое стекло произвело на соседку неизгладимое впечатление. Кстати, она уже звонила. От
Андрей Васильевич, это Вера, ваша соседка по даче. Вас грабят. Их тут целая банда. Технический гений. Только у нас есть небольшая проблемка. Что такое? Камера в доме не включилась. Ой, ну слава тебе, Господи. Я все жду его. Андрей Васильевич. Ой, ну слава Богу, вы приехали. Тут такое было. Целая банда. Я чуть вообще со страху не умерла. Ничего, не волнуйтесь, разберемся. А вам понятые нужны? Я готова. Это может быть опасно. Идите в дом. Я сказал, в дом идите. О, появился. Смотри, как суетится. А если наркотики в доме? Не, похоже, что нет. Отлично. Интересно, какой мед приносят эти пчелы? Ген, сделай покрупнее. Так, куда это он пошел? Записал? Обижаете. Ну что, тигр в клетке, можем сворачиваться. Ну как там? Что украли? Да ничего не украли, не волнуйтесь. Обыкновенные бомжи водку искали. Куда они пошли? Ну вот туда, к озеру. К озеру? Давно? Ну, минут 20 назад. Ну я-то здесь совсем одна. Они не вернутся? Не волнуйтесь, не вернутся. И что теперь? Пойдем заберем камеры, поставим их незаконно. Я вызову группу. Кто клоуны? Попались? Руки из карманов! Ну и что дальше? А дальше я вас завалю и закопаю. Вместе с аппаратурой. Ну ты и сволочь. Сам виноват. Тебя гвоздь предупреждал. Не суй свой нос куда не надо. Ладно, некогда мне с вами. Я на работу опаздываю. Нос за нос. Целлофановый пакет набит белым порошком, примерно 3 килограмма. Предположительно героин. Подпишите, пожалуйста. Я ничего не буду подписывать. Вы не имеете права. Вы за это ответите. Конечно, ответим. Понятые, подписывайте. А я готова. Я давно что-то такое подозревала. Какой ужас. Да, кстати, тебе очень идет. Татьяна Александровна увидит. Тебя сейчас тоже кое-кто увидит. Вот артисты. Нарушаем приказы, товарищ подполковник? Никак нет, товарищ генерал. Наоборот, следую вашему приказу. Отдыхаю за городом. Закончился твой отдых
Завтра к 9 ко мне с рапортом. С боевым крещением. Но на подписке остаешься пока. Без санкций прокурора не имеете права! Я буду жаловаться генеральному! Виктор, ты работал без санкций? Ты забыл ее у меня на столе. Вот. Подписано вчерашним числом. Уводите. Давай, давай. Кто из нас артист? Синельников крышевал наркомафию в своем районе, а Михей регулярно ему отстегивал. И все было бы ничего, только Михей начал болтать лишнее. Синельников решил убрать Михея, заодно подзаработать. Дождался новой партии и грохнул Михея. А Алекс? Синельников сразу планировал повесить труп на одного из гостей Михея. Гостей было много, а Алекс оказался первым. И знаешь, что самое главное? Если бы это был не твой сын, мы бы никогда не поймали Синельникова. Папа. Алекс? Почему ты пошел без меня к Михею? Мы с тобой договаривались. Не хотел тебя впутывать. Я нашел пакет, который спрятала мама. Хотел его вернуть. Алекс. Господи, сыночек мой. Господи, как ты похудел. Спасибо тебе. Прости меня. Все позади. Поехали домой. Спасибо тебе. Если бы я пил, то сегодня обязательно напился бы. А я так и сделаю. Только гамбургерами не закусывай.